мне хотелось орать от горя. Мне хотелось плакать. Только забор, только полукилометровый ров и только с крокодилами между Россией и Украиной в ближайшем осязаемом будущем. Если начать очень рано, я когда-то был грузчиком на сахарном заводе, потом пожарным, потом милиционером. Потом я создал туристическую компанию. По образованию я историк, и поэтому занимаюсь в основном историей Одессы. Я учусь в аспирантуре и пишу диссертацию. В общем, до большого вторжения я сидел над диссертацией и водил экскурсии по Одессе. И тогда Влодик берет и усаживает Меркурия на паровоз. У нас единственная в мире фигура Меркурия, сидящего на паровозе. Вы когда-нибудь такое видели? Античный бог на паровозе. Только в Одессе. Война началась 8 лет назад, и я уже, в общем-то, привык к тому, что у нас 8 лет страна воюет. Тогда я, собственно, уже переварил все то, что многие, к сожалению, многие начали осознавать только в последних числах февраля. Было понимание, что надо вывести семью из страны и вернуться и начать работать для того, чтобы как-то победить. В 5:10 я проснулся, меня разбудил телефонный звонок, у нас там в 5:10, да, где-то прилеты ракет были утром 24-го здесь в Одессе. И в 5:35 я со своей семьей, это 2 маленьких детей, 2 дочки у меня, которым по 8 лет, жена, мы выехали со двора, и машина помчалась к границе. То есть я был готов настолько, что мне на сборы семьи понадобилось 25 минут. Мы не должны все сваливать на одного Путина, потому что это слишком упрощает наше восприятие действительности. На нас напала Россия, и российское общество, российская политическая элита, российская государственная система – это суть есть единый некий такой злобный организм, который не умеет в этой жизни делать ничего, кроме как нападать на своих соседей. Но я стал волонтеркой заниматься не 2-3 часа в день, а 24/7, то есть помощью волонтерской. Она занимает абсолютно все мое жизненное пространство. То есть у меня реально за последних 3 месяца было аж 2 выходных, и оба связаны с комендантским часом. То есть 2 мая и 9 мая я позволил себе выпить немного вина и пожарить мясо во дворе у себя, потому что я просто не имел права выйти со двора. Наверное, нацисты в Одессе есть, потому что мы знаем, что в Одессе есть какая-то категория людей, активно поддерживающих Россию. Вот я бы их как раз и отнес к тем, кого я считаю российскими шовинистами и нацистами. Поэтому, наверное, в Украине нацисты есть. Мы знаем, что у нас есть коллаборанты, перебежчики, предатели, которые помогают России уничтожить украинский народ. Поэтому, опять же, нацисты в Украине есть. Если мы говорим об неких контраргументах, если всерьез говорить о контраргументах, нацизм, он подразумевает определенный перечень вполне себе формальных признаков. И, к сожалению, в Украине, если мы возьмем 2 государственные системы, которые разложим по каким-то полочкам, там уже как политологи или как историки, то выясняется, что под категорию нацизма российский режим попадает намного легче, нежели украинский режим. Одним из первых признаков идет вождизм. Мы понимаем, что Зеленский слабо попадает под образ вождя и фюрера. Если мы понимаем, некого у нас классика с вами, там, Дуччи Муссолини, там, Гитлер или Сталин, например, мы понимаем, что Путин в большей мере попадает под эту характеристику, нежели Владимир Зеленский. Монопартийная система. Мы понимаем, что у нас сейчас далека наша политическая структура от монопартийности, и зеленых мочат с таким же веселым остервенением, как ОПЗЖ, там, блок Петра Порошенко или блок Юлии Тимошенко. А в России, фактически однопартийная система. Если позволена какая-то оппозиция, то она абсолютно легальна с точки зрения российского политикума. Полный контроль общества силовиками.
сравним, да, насколько у нас раздолбайски, к сожалению, работают многие силовые структуры, включая СБУ, там какой-нибудь, я не знаю, Генпрокуратуру и так далее. И насколько тотально это работает в России. Полное подавление оппозиции. Ну, камон, сравниваем, что происходило с каким-то условным Навальным в России, Навальным, там, не знаю, Быковым каким-то, Шендеровичем, и то, что вытворяет в хорошем смысле этого слова оппозиция в Украине. Свобода прессы, без комментариев. Милитаризация, например, экономики, что достаточно сравнить бюджет России, который выделялся на войну, и то, что происходило у нас, даже уже когда большая часть общества понимала, что война вот начнется, наша власть продолжала делать и реставрации, и великое будівництво там с воровством на дорогах. Ну, короче, большая часть признаков, которые вот есть во всех учебниках по политологии, оно явно не дает нам выиграть в этом соревновании. Само по себе эксплуатация термина фашизм и нацизм, то, чем пользуется российская пропаганда, это иррациональная история. Вы можете убедить себя, что ваш оппонент фашист, нарисовав некую там вашу внутреннюю систему негативных качеств, в которой вы заткнете потом его портрет. И россияне успешно с этим справились. Они сами себя убедили, что только они являются носителями некой такой доброй правды, победителей фашизма там, в 1945 году. И все, что после этого происходило, они оправдывали тем, что подождите, мы не можем быть фашистами, потому что наши деды знамя победы над Рейхстагом когда-то водрузили. Они умело засрали, простите за мой французский, мозги своим людям и самим себе, как выяснилось, вот этой жуткой пропагандой, и теперь с горящими глазами готовы убивать всех и вся, что не хочет с распростертыми объятиями принимать их орду у себя в теплых объятиях. Вы понимаете, эта штука достаточно динамичная. Мы, скажем, количество людей до Бучи, до Гостомеля, да, когда это вскрылось, до бомбежек Мариуполя, их было, наверное, больше. Сейчас их стало меньше. Потому что многие на себе испытали ужасы войны и уже как-то совсем... у меня очень много моих знакомых, будучи вполне себе лояльными к России, нет, не симпатизирующие там Путину, но вполне себе принимающие, что мы два братских народа, которые обязательно должны жить рядом. Теперь они придерживаются диаметрально противоположной позиции, то есть только забор, только полукилометровый ров и только с крокодилами между Россией и Украиной в ближайшем осязаемом будущем. На днях ко мне заезжал мой друг, он русский, он этнически русский, он родился в России, у него родня почти вся в России, но он очень давно живет в Украине, и он всегда мне говорил: Саш, вот ты там катишь бочку на русских, что они такие-сякие немазанные рябые, а мы же должны жить дружно. Но сейчас он пошел в ЗСУ, воюет в морской пехоте, и на мой вопрос: ну и что ты мне скажешь на это? Он говорит: я все понял. Когда вам 24 часа в сутки рассказывают о том, что все хохлы, бендеровцы, фашисты едят младенцев перед сном русскоговорящих, то вы, не обладая достаточным критическим мышлением, начинаете это дело принимать на веру. Если это льется из каждого утюга, если у вас нет желания находить альтернативный источник информации, а для этого надо напрячься, а зачем, если вам и так все объяснил условный Соловьев, да? А Кирилл вам это с Амвона еще произнес, а Путин там в ежегодной речи это еще и там расставил по полочкам, то все здорово. Потом это раз. Второе.
Второе, все-таки, когда у человека нет повода для личной гордости, у него нет личных каких-то достижений, и взяться им неоткуда, потому что он раб, он морально подавлен этой системой, вырос в условиях абсолютного тоталитарного духовного рабства, духовного, политического, социального рабства, когда никогда он себе позволить не мог даже, да, вякнуть что-то против государственной машины. Это такая Оруэлловщина, да, получается уже там 1984 год. Вот этот человек тогда начинает гордиться военными достижениями своего государства. И чем круче эти достижения, тем больший визг радостный это вызывает вот у такого абсолютно задроченного, простите, подавленного населения. Когда вот я говорю с ребятами, которые берут пленных, брали пленных, и они мне рассказывают, что когда они спрашивали, а зачем ты, сынок, сюда пришел, какого-нибудь бурята, тот говорит, зарабатывать деньги. В своем селе я никогда не заработаю столько денег, я вообще никогда ничего не увижу, я там буду просто спиваться, а здесь я вот прям вот стиральную машинку могу в дом привезти, микроволновку вынести. Я случайно натыкаюсь на 4 фотографии наших детей. Мой друг вывесил 4 фотографии из одной из больниц. Наши детки с оторванными конечностями. То есть там девочка без рук, потом доктор несет девочку без 2 ног, у нее лодыжки оторваны. Мальчишка, посеченный осколками, без ручки. И девочка в инвалидной коляске без ноги. Вот я просто смотрел на эти фотографии сейчас, и мне хотелось орать от горя. Мне хотелось плакать. Это не новость, это просто вот некая картинка мелькнула. Да. Я думаю, что очень напряженно бои будут длиться не меньше еще, чем полгода. То есть кардинально ситуация сможет измениться только если мы начнем получать ленд-лиз, а именно там тяжелую артиллерию, достаточное количество БК к этой артиллерии. Вот если мы там хотя бы к середине, к концу лета это обильно получим, мы сможем, у нас начнет получаться какое-то изменение ситуации на фронте. А дальше тяжелейший путь освобождения наших территорий. А вы понимаете, наступление всегда более тяжелый вид боевых действий, нежели оборона. И это все может занять не меньше полугода, до конца осени, начала зимы. Если реально вот то, что меня гложет сейчас, то я очень боюсь мира после войны. Я очень боюсь того, что наши политики, наши чиновники, наши негодяи, которых я отнесу туда и политиков, и чиновников, и депутатов, и воров, схематозников всяких, они вернутся к тому, чем они занимались до войны. А те люди, которые повоевали, пережили вот этот ад войны, они им этого не смогут простить, но у них не будет никакой возможности изменить политическую ситуацию, просто потому что большая часть населения снова будет голосовать за этих негодяев. А так как ребята-то в основном воюют адекватные, они не возьмут оружие, не пойдут расстреливать какого-нибудь вороватого мэра или какого-нибудь ублюдочного чиновника. Они будут просто тихо спиваться. У нас пройдет волна суицидов наверняка каких-то. Вот от таких ребят. Да, будут какие-то конфликты социальные. Поэтому это из плохих новостей. Из хороших, вы помните тот пассионарный рывок, который дал нам Майдан. Когда огромное количество классных мальчишек, девчонок, мужиков, женщин ринулись что-то менять в стране. Честно относиться к бизнесу и налогам, продуцировать какие-то крутейшие мысли, интеллектуальные продукты, какие-то социальные порывы реализовывать. Вот эта война таких выплеснет в разы больше.